Здравствуйте, дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись. Сегодня приготовим полезный и вкусный хлеб на закваске и будет состоять из различных видов муки. Не бойтесь его готовить, он проще, чем кажется. Для приготовления хлеба нам нужна будет активно действующая закваска. Для этого нам нужно будет ее подкормить. Я это делаю буквально перед сном, ночью она подходит, а на утро уже приступаю к приготовлению хлеба. Так как для большой буханки нам нужно будет довольно много закваски, примерно 480 грамм, я беру 200 грамм закваски, которую нужно будет подкормить с холодильника, 200 грамм воды и 200 грамм сильной муки и активно перемешиваю. Приготовление закваски уже было снято на канал, ссылочку сейчас оставлю в углу, в правом, нажимайте и смотрите, обязательно ставлю ссылку внизу в описании к этому видео. Закваска при перемешивании будущее, видите, как она выглядит, довольно густая, лениво стекает с ножа. Вот такая консистенция должна быть. Закрывайте пищевой пленкой, сделайте несколько отверстий и оставляйте на ночь. Примерно спустя 8-10 часов посмотрите, как закваска хорошо подошла и увеличилась дважды в объеме. Сначала перемешиваю между собой влажные ингредиенты: закваска, вода, специи, мед и соль. Все перемешаем и только следом будет добавлять муку. Быстрый тест, чтобы определить хорошую и пригодную для приготовления хлеба закваску. Если при соединении с водой закваска всплывает, не тонет, это говорит о хорошем ее качестве и активности. Специи я добавляю тмин и кориандр. Показываю вам, какую муку я использую в Испании. Это цельнозерновая, покупаю в Меркадоне. Также в Меркадоне покупаю полбяную и вот эту ржаную, но сейчас она исчезла. Месяца 8 назад была, сейчас нет. Поэтому вот такую ржаную покупаю в Албаларию. Всыпаем всю муку к влажным ингредиентам. Важный момент. При приготовлении закваски, то есть то, что я делаю с ночи, всегда рассчитывайте так, чтобы у вас осталось небольшое количество на следующий раз. К примеру, вы видите, что я использую 200, 200 и 200, то есть закваска, мука и вода, все по 200, получается 600, а я израсходую 480 на хлеб, то у меня 120 остается на следующее приготовление. И я в следующий раз ее просто, то есть когда буду готовить хлеб, я перекладываю в стакан, накрываю пищевой пленкой и оставляю в холодильник. В будущий раз, когда я захочу испечь хлеб, я также буду подкармливать мукой, водой и буду выпекать хлеб. И опять же буду оставлять остаток для следующего подкормки. Тесто смешали обильно ложкой в течение 1-2 минут и выкладываем в форму и заполняем примерно 3/4 объема. Форму предварительно я выстелила тефлоновым ковриком, но вы можете использовать и обычную бумагу для выпечки. Накрываю обычной шапочкой для душа, чтобы поверхность не заветрилась, и оставляю на 3-4 часа, чтобы увеличилась в объеме. Присыпаю сверху немножечко семечками, и чтобы они легче контактировали с поверхностью, я сбрызнула водой. И отправляем в духовку выпекаться. Выпекаем хлеб в разогретой духовке на 230 градусов, режим вверх-вниз, 25-30 минут. После того, как корочка подзолотилась, я накрываю фольгой и уменьшаю градус где-то до 200 и пеку 15-20 минут сверху. Потом, как только хлеб приготавливается, я его извлекаю из формы, чтобы не выделялся конденсат и хлеб не стал мокрым. Дайте хлебу хорошо остыть и только потом нарезайте. И, друзья, хлебушек получается очень вкусный и полезный. Уверена, у вас обязательно получится. Будут какие-то вопросы? Пишите внизу в комментариях, и я постараюсь ответить. И маленькая вам подсказка. Экспериментируйте с видами муки. К примеру, вместо полбяной у нас по рецепту идет сейчас по 150 грамм, да, ее 150 полбяной или 150 цельнозерновой. Я беру вместо полбяной иногда и гречневую. Получается изумительно вкусно. Экспериментируйте, пробуйте и пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Спасибо вам за просмотр. Желаю приятного аппетита. До скорой встречи!